Привет, друзья! Меня зовут Юрий Сухотько, вы на канале Буровой Мастер. Сегодня выдался прекрасный солнечный день. Как нельзя, кстати, ко мне поступил заказ на 12 фильтров. Отличный повод для того, чтобы снять свой первый видеоролик и показать, как я делаю фильтры. Может быть, почерпнете что-то для себя, может быть, вы их совсем еще не умеете делать и поймете, как это в принципе делается. От того, как сделан фильтр, прежде всего зависит качество той воды, которую вы будете пить. От качества изготовления фильтра зависит дебит скважины, то есть водоотдача, долговременность использования фильтра, то есть ходить он должен не менее 10-15 лет. И также удобство доставки на глубину, то есть у буровиков не должно возникнуть проблем с доставкой фильтра на водоносный горизонт. И при определенных трудностях, с которыми они сталкиваются, к сожалению, иногда его приходится тянуть обратно. Желательно, чтобы фильтр сохранил свои все рабочие функции и целостность при тяге, допустим, краном 10-тонным наверх, как это иногда случается, к сожалению. Ну что, приступим. Пойдем, все покажу. Снимаю я один, так что прошу заранее извинить меня за качество видеосъемки, тем более в моей своеобразной мастерской. Она же гараж. Боюсь, что будет недостаточно света. Итак, что же нам будет нужно для того, чтобы изготовить относительно качественный скважинный фильтр? Для этого нам потребуется труба, неважно какая, ПНД, НПВХ, вторичка, первичка, у кого какие финансовые возможности. Вот, если кто не следит за качеством, тем более. Лично я больше привык использовать НПВХ, она мне больше нравится, кажется более прочной. Помимо этого, нам нужна будет сетка галунного плетения. Я использую P48 или P52. Считаю их наиболее оптимальными. Да, и, собственно, люди, те, кто занимается бурением, того же мнения. Помимо этого, разнообразный ручной инструмент, плоскогубцы, молоток, шлицевая отвертка, кусачки для перекусывания проволоки, ножницы для разрезания сетки. Фильтр будем сажать, обмотку будем фиксировать скобами из нержавеющего металла. Вот такими вот. Изготавливаются они вручную. Уходит их 4 штуки двойных и 2 одинарных посередине. Еще одна отвертка. Подрезанные шурупы, для того, чтобы они сильно не выпирали и можно было опустить насос до дна скважины. Шуруповерт. Книги нам сегодня не потребуются, но они здесь есть. Вот такая штукенция, которой я достаю подмотку из дырки, потом покажу, как это делается. Сверлю я, соответственно, вот таким сверлом 22-м. По дереву оно, ну и пластик шикарно сверлит. Первым делом нужно сделать что? В принципе, неважно, с чего начинать на самом деле. Чуть не забыл. Конечно же, дрель. Без дрели у нас ничего не получится. Дрель вот такая. Кладем ее. И все-таки, наверное, уже идем резать сетку. Крайне не рекомендовал бы вам работать с сеткой без перчаток. Просто в противном случае вам 2-3 болезненных укола вам гарантированы. Так, одеваем перчатки.
Для того, чтобы нарезать на 125-ю трубу сетки, я отрезаю по 47 сантиметров. Очень важно соблюдать точность реза, потому что край, вот этот край, может оказаться неровным. Расхождение в полсантиметра уже окажет ощутимое влияние на надевание сетки на трубу. Так режем. Относительно ровных куска сетки. Сетка у нас будет на фильтре с так называемым кровельным замком, чтобы не попадал лишний песок и надежнее была фиксация. Для этого ее нужно загнуть с двух сторон. Вот так вот делаем примерно на одну фалангу пальца и загинаем вот так вот. В одну сторону перевернули и в другую сторону. Получиться должно вот что. Вот такая вот система. Вот так вот она защелкивается. Так. Получается, в принципе, надежно. С сеткой мы закончили. Теперь приступим к сверлению отверстий в фильтре. Тоже в трубе, точнее, тоже немаловажный момент. Их должно быть не слишком много для того, чтобы фильтр не потерял свою жесткость. И не слишком мало для того, чтобы водоотдача не падала, соответственно. Вот. Для этого нам, как я уже говорил, потребуется дрель и 22-е сверло по дереву, перьевое. Вот. Ну а перед тем, как начать сверлить, нужно разметить фильтр, чтобы дырки не вышли за рабочую поверхность сетки. Для этого мы берем линейку, так как у нас труба 3,07, по 53,5 сантиметра с каждой стороны отмеряем. Это у нас будет граница рабочей поверхности. С одной стороны и с другой стороны. Берем шуруповерт, шуруп и фиксируем трубу. Вот такой вот зажим. Надеваем и дополнительно фиксируем ее. Не так, чтобы уж очень туго, точнее совсем не туго. Сделать вот такое вот движение. Вот мы отметили, просто берем, прислоняем и крутим. Раз и два. Берем дрель с заряженным сверлом и приступаем, собственно. Нам нужно отступить порядка 12 сантиметров от линии, потому что обмотка, потом увидите, потому что обмотка будет примерно до этого уровня, и сетка плотнее прижмется вот здесь вот в итоге. Вот, поэтому отступаем. В шахматном порядке будем сверлить. Здесь первое отверстие, вот здесь будет второе. И так в ряд
12-13 дырок. Пойдет. Поехали. Первый ряд закончен. Вот что у нас получилось. Обязательно не забываем прочищать от стружки отверстия, от остатков, чтобы это не забило насос, не попало потом в воду и в целом не создавало более никаких проблем. Вообще так аккуратнее и симпатичнее получается. Вот. Так, это первый ряд, почищу я потом. Второй ряд пойдет у нас вот здесь уже. Вот так вот. Вот так вот где-то. Вот. И так 6 рядов. Вперед. И в итоге получаем примерно следующее. Вот они, чистенькие дырочки. Всего их 93 штуки получилось. Обычно плюс-минус, потому что я делаю на глаз. Ну, 93 на данном фильтре. И вот по всему фильтру равномерно распределены получается. Следующий шаг — намотать на фильтр подмотку, так называемую. Для подмотки может использоваться как проволока нержавеющая, та же самая. Размер подойдет от 1,7 до 2,3. Так и пластиковая. Вот я использую нейлоновую. Наиболее, то есть смысла не вижу для того, чтобы использовать проволочную подмотку, так как с ней удобство пользования меньше, результат тот же. Вот нейлон — инертный материал, химически стойкий, долговечный, прочный. То есть из него делают капроновые чулки, капролон, то же самое, что и нейлон. Вот, не рвется, гнется хорошо. Здесь 1,7. Ну, можно в идеале 2, конечно. Просто у меня вот данная катушка на 1,7, я решил ее использовать. Вот. Но если чем выше, чем толще идет леска, тем меньше витков ее нужно будет сделать. У нас 1,7, витки пойдут очень часто. Поехали. Фиксируем леску. Возвратно-поступательными движениями. Вот она натянута. И начинаем, собственно, намотку. Вот таким образом. Подмотка почти закончена. На последнее отверстие наматываем 2-3 оборота. Я делаю 2. Вот оно, отверстие. На нем 2 оборота. Сейчас я обрежу вот этот кусочек. И расскажу, для чего мне нужна вон та вон металлическая серебристая штучка. Вот, продели. Теперь достаем нашу металлическую штучку. И за счет резьбы просто ее оттуда достаем. Не забываем прижимать. Раз. И два. Два фиксирующих витка вполне достаточно.
В итоге у нас получается вот такой вот. Вот такая вот заготовка. Концы просто обрезаем. Берем и подрезаем. Скажу про смысл подмотки. Сетка будет ложиться на нее, и отверстие будет расстояние вот это вот 1,7 мм между сеткой и поверхностью фильтра. И вода будет как бы течь между сеткой и трубой. Итак, подмотка готова. Следующим этапом у нас идет фиксация сетки на трубе. Как вы помните, мы загнули сетку с обоих сторон в разном направлении, примерно на одну фалангу пальца. И для того, чтобы зафиксировать сетку вокруг трубы, нам потребуется ловкость рук и плоскогубцы. И более ничего. Приступаем. Вот что у нас получилось. При этом есть один важный момент. Внешняя сторона сетки, вот эта, должна от внутренней немножко отходить. Вот сюда, порядка 2 мм. Это нам понадобится далее, для того, чтобы, когда мы будем наматывать уже проволоку, она не спадала вот сюда, на трубу с сетки. То есть мы создаем такой небольшой треугольничек. Соответственно, с этой стороны у нас она чуть-чуть не доходит. Это ничего страшного. Здесь уже будет другой моток сетки. Далее мы берем просто плоскогубцы. Отступаем пару сантиметров. Первый зажим делаем через 2 сантиметра. Шатается камера. Потом самый край. И так по всей поверхности сетки. Делаем плавно, без рывков, чтобы сетка как бы натягивалась вокруг трубы. О том, что натяг правильный, вам сообщит то, что сетка начинает идти волной из-за подмотки. Берем это правильный натяг, и вы уже можете наблюдать, как... И просто оббиваем. Со второй половиной делаем примерно то же самое. Берем немножко, прокручиваем трубу, чтобы вот этот шов оказался с обратной стороны, то есть разворачиваем на 180 градусов примерно. И то же самое, но с небольшим нахлестом, примерно в 2 сантиметра, вот так вот, даже 3 может быть. Делаем то же самое. Берем и подставляем края друг под друга. Даже меньше, наверное. И делаем то же самое. Опять берем, отступаем пару сантиметров. Начинаем отсюда. Здесь самый важный момент. Здесь сетка на сетку находит, немножко туже идет. Поэтому нужно приложить особые усилия и особо сконцентрироваться на этом участке. Зажали. Пошло. Не забываем то, что должен быть натяг. Если натяга нет, то вы разрезали слишком длинную сетку. Или слишком мало подогнули. При идеальном натяге вот здесь у вас уже не должно оставаться никакого пространства. После посадки сетки на трубу остались вот такие вот колючие, невозможно, проволочки. Пользоваться, брать в руки фильтр, грузить его, крутить и так далее. Да и просто некрасиво становится, болезненно. Поэтому мы берем ножницы, желательно с длинными усиками, и просто вот так вот один натягиваем и вот так туда вовнутрь, прям стараясь залезть, откусываем. Так, чтобы их не было видно абсолютно.
Следующим действием у нас идет фиксация скоб на трубе. Скоба у нас, я уже показывал, покажу еще раз. Выглядит вот так. Одинарная скоба и двойная скоба, она идет по краям. То есть нам их нужно прикрутить саморезами. Не просто прокрутить, а как надо прокрутить. Посередине мы делаем примерно то же самое. Вдеваем и где-нибудь не в шов, потому что в шов не возьмет шуруп, сверливаем. Вошло. Плоскогубцем поправляем. Вот тут вот где-то получается. Да. Шуруп, скоба. Все то же самое. Раз. Плоскогубчики. Поправили. Два. То же самое. Вот так вот примерно. Вот две посередине. Мы вплотную подошли к самой ответственной части нашей работы. Это намотка проволоки. Потребует от нас максимальной концентрации и умения. Остался буквально последний рывок. Нам осталось только закрепить, точнее обмотать проволокой фильтр. Проволоку я использую глянцевую, нержавейка, 2 мм. Меньше не считаю целесообразным, потому что ненадежно, мне кажется. Эту проволоку сложнее загнуть, 2-миллиметровую, и сложнее как бы ее деформировать. То есть она просто толще, прочнее, надежнее. Подгинаем. Выпрямляем конец перед этим, конечно. Подгинаем. Сажаем на скобу, цепляем точнее за нее. Таким вот образом. Все. К намотке все готово. Мотор включен, нам потребуется молоток. Первый виток один из самых важных. Следим, чтобы он не спадал с края сетки на трубу. В принципе, если он даже спадет, то ничего страшного, но труба из-за разницы уровней, не труба, а сетка у нас постоянно норовит в гармошку собраться, поэтому мы постоянно ее прибиваем. В первом витке точно. Вот здесь очень важный момент. Идет здесь как бы горочка такая небольшая. Проволока норовит постоянно отсюда соскочить, поэтому горочку мы эту ликвидируем. Так гораздо ровнее. И плотненько вниз тянем. Еще раз. Как бы вбиваем проволоку в сетку. Второй оборот. Все ровно. И еще разочек. На камере это не видно. На камере это не видно, но сетка, проволока реально ложится ровнее. И ликвидируется зазор между сеткой и трубой. Прилегание более плотное. Первые несколько витков бьем на каждый виток. Далее через два.
Стараемся, чтобы зазоров между рядами проволоки не было. Готово. Один виток делаем как бы холостую, прижимая сетку еще надежнее вот здесь. И понеслась далее. Так, мы подходим к средней части. Первый кусок обмотан. Делаем фиксирующий виток или два. Вот так вот. И заходим на скобу. Очень ровненько, параллельненько. И при этом следим, чтобы с края сетки проволочка не соскочила. И для пущей надежности опять же вбиваем ее. Поехали. Обстукиваем первый. Для более плотного прижатия сеток между друг другом. Здесь первый круг полностью обстукиваем. Вот у нас получилась гармошечка. Забиваем ее. Идем на второй круг. Одна скоба закончилась раньше, чем вторая. Ничего страшного, просто мимо нее проматываем и заканчиваем. Еще один фиксирующий виток. Гармошечку уничтожаем молотком. Так вот, здесь все надежно. И поехали дальше. Итак, мы подходим к концу фильтра, к завершающей стадии. То есть здесь сейчас тоже нужно будет быть повнимательнее. Здесь следим за тем, чтобы намотка проволоки шла равномерно. То есть задали одно расстояние, его и придерживайтесь. Расстояние где-то, хорошее расстояние между рядами проволоки, примерно 6 сантиметров. Вот это расстояние, примерно 6 сантиметров. В принципе, нормально получается, сейчас увидите, как получится. Подходим к концу, фиксирующий виток или два. А может быть и 3. А может и 4. Хуже не будет. Подошли к скобе. Заходим в скобу. Прибиваем молотком шов, чтобы лег более идеально. Накручиваем первый виток. Опять же прибиваем. Первые 3 витка прибьем. Потом посмотрим. Вот здесь вот, как ни странно, я думал, что будет эта же проблема. Вот здесь вот просто идеально села сетка в этот раз. Вот здесь иногда образуется гармошка. Ее мы точно так же молотком, когда скручиваем 1, 2, 3, 4, 5 ряд, просто есть возможность забить ее молотком и вот сюда как бы прижать ее и практически ликвидировать.
сейчас у нас данной проблемы нет, сетка легла просто идеально. Нам осталось только что, чтобы последний виток попал ровно на конец одной из скоб. На конец какой скобы еще неизвестно. И ровно он не попал, к сожалению. А нет, попал. Отлично. Идеально. И вот таким ловким движением тянем и в бок. Оп. Все, друзья. Проволока зафиксирована. Фильтр практически готов. Что мы делаем дальше? Берем тот же молоток и прибиваем. Первое, это слева получается. Фильтр у нас будет уходить вот туда, в землю, вот в эту сторону. То есть вот эта скоба у нас не должна острым, и те скобы все тоже острым концом не должна быть направлена. Вот сейчас покажу. В общем, делаем вот так. Сначала левая. Забили, подогнали, чтобы как можно меньше пространства было. И правая. Вот таким вот образом. Все, можно отрезать. Берем кусачки. Режем. Отверточка шлицевая, только для этого движения нам потребуется. Вот так вот. Ну и на том конце еще. То же самое проделываем со всеми остальными скобами. Все, с такой при помощи фиксации подобной скобами, то есть уже как бы вы ни тянули ни туда, ни обратно, проволока, здесь натяг сильный достаточно, да, ну и даже ничего страшного, если она даже там немножко идет, но здесь не идет. То есть, что бы вы ни делали уже вот с этим вот делом, как бы вы его ни терли, об какие бы камни она у вас не шла, у вас уже ничего вот с этим креплением не случится. Здесь 4 самореза. Вот такой получается фильтр. Скобы мы еще не закончили. Берем молоток и опять сначала левую. Идеально. И правую. Вот идеальная скобка получается. Она должна четко закрываться стык в стык. Хуже всего получается, когда внахлёст. Тогда вот эта сторона должна идти сверху. Потому что она идет вниз. Можно, чтобы они не доходили. Хотя можно даже и на 3 миллиметра, там 4, неважно. Ну вот так вот идеально. Теперь здесь. Здесь начинаем забивать с ненесущей скобы, то есть за которую не зацеплено ничего. Как видим, опять село идеально. И теперь несущая скобка. Она сейчас потруднее пойдет забиваться, потому что из 0,8 металла сделано. Фильтр готов. Вот что мы получили. Вот он, наш красавец. Надежный. Сеточка дутая. Все как надо. Вытащили его на свет Божий посмотреть при свете солнца.
По-моему, все получилось отлично. Да, и, кстати, если у кого-то возникло желание, фильтр можно купить. Стоит он 4000 рублей, перешлю транспортной компании. Так что обращайтесь, нет проблем. Теперь, как и обещал, расскажу вам немного о том станке, который я собрал для того, чтобы делать эти фильтры. Основание для него это вот такие вот табуреты, так называемые, можно так назвать, можно назвать верстак. При помощи уголка 40 на 40, двух ржавых листов, какой-то там матери профессионального сварщика, они были сделаны и стали основой. Года 4, наверное, они уже держатся. Привод, обычная лебедка, купленная в магазине за 5000 рублей. С нее снят трос, что там еще на ней было, какие-то железки. Вот. Прямо на круги, не мудрствуя лукаво, наварены две железки. Немножко они погнуты, чтобы заходила труба в просверленные дырки. Труба в них заходит. Ну, все это, естественно, в уровень выставлено. Труба в них заходит, фиксируется 3 шурупами. То, что дырки вот здесь вот, это ничего страшного. Потом это либо срезается часть, либо не срезается. Один фиг, сюда идет заглушка. Заглушка конусная. Ставится, потом покажу. Здесь фиксация вот так вот решена. Резьбовые штанги вот такие. Здесь кусок металла. И на кусок металла закреплено, чтобы вы думали, конечно, для этого мы разобрали 4 детских роликовых доски. Кому-то они не достались. Чем хорошо это все? Снизу то же самое. Сделано, только без доски. Также закреплено там на каких-то там шурупах или что там у меня. Нет, болты с гайками получается. Вот. Тут сделано то же самое. Чем хорошо такое решение с роликовыми досками? Дело в том, что они на шарнирах. И если там пол неровный, или трубу неправильно там выставили, или стол просто у меня вот не закреплен, он может пошатнуться, он компенсирует эти потери, то есть они гнутся во все стороны, все 4 штуки. И то есть немножко, если там сантиметр или даже 2 какая-то кривота выходит, то они это все в принципе компенсируют. Управление на пульте, обычная лебедка. Вот так вот все работает. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Дальше. На самом деле двигатель из станины это, конечно, хорошо. Но еще лучше, кто делал, не знаю, мучился он или нет, еще лучше вот эта система. Как мне кажется. Значит, кто делал, тот знает, кто не делал, для того рассказываю. Если вы просто положите моток проволоки на пол, допустим, в любом положении, по диагонали, по вертикали она будет у вас вверх уходить. Тем более, если будет уходить в бок, она у вас, как делать нечего, просто спутается. Просто при намотке у вас будет куча проблем. Вы просто будете только делать, что ее распутывать. Я нашел выход, взял старый подшипник от Opel. Вот он, собственно, на нем все и держится. Взял трубки дюралевые, сварил их. Кто-то говорил, что сварка держать не будет, все тут держит. И дюраль у нас варится прекрасно. Ножки, держалки. Насаживается моток проволоки. По 10 килограмм можно. И идет на стену. То есть для того, чтобы у нас по всей, вот так вот, вот таким образом, здесь крюки монтированы в стену. Они же направляющие. Вот так это идет вверх. Через блочок
Это как бы сил меньше прикладываешь и лучше идет. То есть удобнее работать получается. Блочок, опять направляющая, просто вместе основного перегиба, тут здесь основная нагрузка на этом блочке, она сглаживается колесиком, получается, роликом. Дальше еще одна направляющая. И вот тут такая системка. Почему она так сделана? Значит, просто опять же взятые кольца вот такие металлические, да, просто закреплены на гайках. Вот, ходят, в принципе, относительно свободно. Что-то слишком свободно уже ходит. Вот. Зачем это нужно? Продеваем проволоку, и за счет того, что они не как бы в шахматном порядке расположены, здесь создается небольшой натяг. Или большой натяг. Как отрегулируете? Натяг можно регулировать, в том-то и дело. Я делаю небольшой, мне хватает, в принципе. То есть, это дает возможность мне отпускать проволоку во время работы. Держу я ее вот так вот, получается. Вот так вот. Ну, там у меня какой-то рукав или куртка кожаная. Вот так я работаю. Получается. Вот идет намотка. И идет моя рука. И я вместе с ней до самого конца. Вот. Вот эта штучка при том, что если я забыл какой-то инструмент, если я что-то там, мне нужно просто освободить вторую руку или отойти от станка, тупо телефон позвонил. Я делаю несколько витков, и все. Тут образуется натяг, и дальше уже никуда ничего не уходит вот отсюда, потому что, как вы понимаете, здесь никакая сила обратно уже не прикладывается, здесь все остается четко зафиксировано. Вот и все дела. Сегодня мы хорошо потрудились, и у нас получился отличный фильтр. Если вам понравилось видео и оказалось для вас полезным, ставьте лайки вот здесь и подписывайтесь на канал вот здесь. С вами был Юрий Сухотько, канал Буровой Мастер. До новых встреч!